Всем доброго времени суток! Вы находитесь на канале Генезис, и я рад вас приветствовать, уважаемые подписчики и гости этого канала. И сегодня мы с вами полностью и исчерпывающе пройдем финальную версию игры под названием Нагибатор 3D. Изначально я хотел записать просто геймплей, без комментариев, но затем я подумал, что какой смысл записывать просто пустой геймплей для этой великолепной игры. Поэтому я решил сделать все так, как вы любите. Записать полный геймплей финальной версии игры с комментированием и полным и исчерпывающим прохождением. Давайте же, ребята, мы с вами, наконец, начнем проходить эту замечательную и в какой-то степени легендарную игру. Над миром нависла угроза в виде фанатических сектантов, радикальных левых феминисток и прочих толерастов. Кинотеатр в моем городе захватили веганы, потому что в нем показывали фильм «Атака куриных крылышек 2». Они взяли людей в заложники, чтобы зомбировать их своей пропагандой. Люди зовут меня Нагибатор за мою жестокость и кровожадность на войне, а также за любовь к женщинам. Военные посылают меня в самые опасные миссии, и это не стало исключением. Пилот, высадим тебя на крыше, а дальше ты сам. Инструкции получишь по радио. Ну и в общем-то, ребят, вот такая вот предыстория, и мы начинаем игру. В общем-то, хочу сразу сказать, что, несмотря на то, что это финальная версия игры, вы все так же можете в диалогах наткнуться на то, что, в общем-то, будет написано о том, что это альфа-версия, но это потому, что я, когда доделывал эту игру, не исправлял текстовые файлы, потому что не видел в этом смысла, пускай все остается так, как оно есть. И, в общем-то, сейчас наша задача найти каких-то девушек и спасти их от террористов, и в этом нам поможет бот, который немножко бестолков, но тем не менее он очень хорошо может отвлекать на себя огонь врагов. Хочу также сказать, что в игре присутствует очень много мата, и я максимально его запикаю. Потому что, ребята, YouTube такое не пропустит. Вернее сказать, я его не запикаю, а просто-напросто не буду озвучивать. Кому интересно, можете сами скачать игру и, в общем-то, посмотреть. Все, как оно есть. Ну а мы с вами тем временем должны взять и очистить кинотеатр от бандитов. Особых проблем они для нас не представляют, но тем не менее нужно быть очень и очень осторожными. Я вам недавно, еще буквально минуту назад, показал пасхалку, где лежит бронежилет, и как можно достать в начале этого уровня автомат Калашников. Он довольно-таки скорострельный, но у него мало патронов, поэтому требуется весьма и весьма экономно его расходовать, не распаляться в разные стороны. А вот теперь мы подобрали дробовичок, который будет не менее полезен в нашем с вами прохождении. Так, нам нужно найти ключ от лифта. Игра сделана в таком антиутопичном стиле, когда современные проблемы общества были буквально утрированы до максимума. Например, проблема феминизма, проблема веганства. Ведь согласитесь, что есть, например, такие феминистки и такие веганы, да, те же самые, которые свои идеалы ставят просто в абсолют и считают, что те, кто не придерживается их идеалов, в общем-то вообще не люди, их не стоит воспринимать как людей, а относиться к ним как к каким-то животным или как к каким-то биомассе или существам. Я думаю, вы сами в жизни где-то читали, слышали такое. Это касается многих сфер нашей жизни, не только те, которые я озвучил. Кстати, теперь у нас есть инвентарь, в котором у нас будут храниться аптечки. Круто, я его сейчас убил, согласитесь.
А вот те самые несчастные девушки. Оп. В общем и целом, если приноровиться, эта игра не составляет никаких проблем в прохождении и в отстреле врагов. Нужно просто быть очень осторожным, очень аккуратным, и все у вас получится. Так. Эти веганы совсем каких-то мутантов из растений вырастили. Меня немного подлатали и отпустили домой. Всего заляпанного кровью. Как же я устал, весь в крови. Просто плевать. Ах. Вот так вот, ребятки. Мы с вами начинаем снова. Точнее, продолжаем игру. Находимся мы уже в квартире нашего с вами нагибатора. Кстати, я считаю, что, наверное, стоит выключить музыку, потому что, у меня могут быть проблемы с авторскими правами из-за некоторых композиций, и поэтому придется играть вот так. Но будет очень нехорошо, если, собственно, видео заблокируют из-за того, что YouTube разглядит какую-то авторскую композицию в ролике. Мне бы этого очень не хотелось, потому что на каждый ролик я трачу очень много сил и времени своего. Тем временем нагибатор нам говорит: мне поручили расследовать это дело. Надо поспрашивать у знакомых, может, кто что знает. Пахомыч поехавший, он живет этажом выше. Такой, как он, может тусоваться в кругах вроде веганов. Возле гаражей тусуется со своей раздолбанной тачки Братислав, вечно ее чиняя, пытаясь прокачать. По телевизору сказали, что город захвачен террористами, так что нужно быть начеку. Ну и чё, погнали. Сначала поднимемся наверх по Хомычу. Узнаем, что он нам скажет. Ну, ребят, игра воистину просто гениальная. Что я могу сказать? Освещение у комнаты, конечно, просто отпад. Да и дизайн вообще охренительный, честно. Ну, честно вам скажу. Очень круто. Прямо... Я восхищен. Ну, честно. Спасибо, ребятки, за ваше старание, за то, что вы сделали. Пахомыч, кто здесь? Пахомыч, это я, открой дверь, нужно поговорить. Чего? А, это ты, точно. Слушай, я после вчерашнего не соображаю. До скорого. Стоять! Ты ведь не общаешься с веганами? Мне поручили одно дело, и мне сейчас нужно собрать побольше информации. Нет, я не общаюсь с веганами. Я что, совсем поехавший, по-твоему? Я слышал какие-то всратые слухи о них, типа они собираются мир захватывать, что ли, опыты проводить какие-то через выращивание ГМО и всаживание его нам. Ну, плодят людей нетрадиционной сексуальной ориентации, если вкратце. Я вообще сейчас ничего не соображаю, да и на бред это похоже. В любом случае, тебе ведь сейчас нужны деньги. Можешь принести чего-нибудь и похмелиться, по-братски. А я тебе денег на патроны дам немного, ведь они наверняка тебе пригодятся. Ну, на веганов этих. Хорошо, за деньги я тебе что хочешь сделаю. Слухи, кстати, похожи на правду. Да, я и не сомневаюсь на самом деле. Они и не на такое способны. Если я могу, то почему они не могут? Слушай, ты мне алкашку принеси и под дверью оставь. Я ее заберу, а деньги выложу. Не хочу, чтобы меня кто-то сейчас видел через дверной глазок. Все видят. Ты это знал? Чё? Что-то на развод похоже. Ну, в общем, погнали искать бухло для этого алкаша. Ибо он обещал нам какую-то денежку за это. Погнали. Кстати, подъезд сделан, очень прикольно, честно. Жалко, что лифт только не работает. Потому что хотя бы можно было бы сделать телепорт. Подходишь к лифту, добавляешь звук лифта и оказываешься в самом низу. Соответственно, и то же самое и внизу, когда подходишь к лифту, оказываешься наверху. Кстати, идея неплохая, ловите на заметку. Напоминаю, что это альфа-версия игры, поэтому в игре присутствует ряд условностей, сделанных чисто для теста. Например, на этом уровне есть автомобили, в которые можно сесть и прокатиться.
Но подожди, не спеши аплодировать за мобильную GTA, на самом деле поуправлять машиной тебе не дадут. Ты можешь ехать только по готовому маршруту и остановиться в любую минуту, чтобы выйти. Да, ребят, вот такая у нас здесь лифтовая машина, которая запрограммирована ехать по определенным координатам. Но даже это очень круто. Говорят, веганы совсем говорили с феминистками. Они к чему-то готовятся. Лично я считаю, что нафиг это все надо, вообще плевать на это все. Кстати, тут одна феминистка часто тусуется в баре. Еще советую зайти в местный клуб, там бывает жарко. Можешь взять мою машину, так будет быстрее. Спасибо. Здесь вот на крыше у нас лежит два таких мощных гана. Поехали. Так, кстати, мне требуется быть очень осторожным. Особенно вот от этих вот нападающих в рукопашную с топорами ублюдков, потому что они могут меня покалечить, и притом даже их не увидишь. Я, знаете, что посчитал, что неплохо бы им, да, добавить какой-то звук вот этим вот бегущим уродам, например, звук крика, потому что, чтобы услышал крик, раз, повернулся, обнаружил его. Или, например, вот этим стрелкам добавить звуки автомата. Ну, прикольная же идея, разве нет? Ну ладно, тем временем сейчас нужно зайти в бар. Здравствуйте. Взять алкашечку вот с этого вот прилавочка. Бармен, привет. Очень часто я вижу интересных людей, у меня накопилось немало баек и веселых историй. Присаживайся ко мне за стойку, делай заказ, а я буду рассказывать тебе о интересных коктейлях и личностях. В общем-то, ребят, здесь бармен рассказывает очень длинную историю. Я не буду ее читать. Кому интересно, качаем игру и все это сами читаем, сами изучаем. Я в любом случае вам советую самому пройти хотя бы один раз ради ознакомления эту игру. Поэтому делаем вот так, потому что игра реально крутая, и она стоит потраченного на нее времени, потому что в любом случае вы должны скачать ее, чтобы оценить труд людей, которые ее делали. Ну, в том числе и мой, потому что я ее немножко дорабатывал, скажем так. А, тварь, угнетатель, изнасиловать меня хочешь, да? Ты дура, я никогда не насиловал женщин, зато сами, когда они видят мое тело, то на меня бросаются. Скоро мои сестры вам такое устроят, что... Не скажу. Насиловать ты не насилую, а вот по морде дать могу. Все тихо, я все расскажу. На самом деле я мало что знаю, но наши часто собираются в замке Ферменштейн. Спасибо. Постой. А болт у тебя такой же, как и мускулы? Конечно. Дело будем. Дальше могла быть сцена, где нагибатор, в общем-то, развлекается с девкой, но эта фича в данный момент не реализована. Да, ребята, у разработчиков данной игры очень весьма такое специфичное, но обширное чувство юмора. Берем бутылку вина. Кстати, чтобы ее здесь взять, на нее нужно обязательно навести курсоры, потому что по-другому она не возьмется. Это, вернее, не курсор, а прицел. Дверям, кстати, здесь стоило бы также добавить звуки открывания, да, и закрывания. Блин, когда начинаешь сам играть в игру, все больше тебе всяких оригинальных идей приходит в голову, как и что улучшить, как и что сделать. Потянет ли ее в оконцовке хотя бы S60 телефон, это уже вопрос другой. Ладно, пойдемте тем временем отдадим Пахомычу его бухлишко. Надеюсь, что звук внутриигровой хорошо слышно, как и мой голос. Но в любом случае я это узнаю потом, только на монтаже уже. Забирай, давай деньги. Да подожди, не все так быстро. Выйди, а я уже заберу и деньги положу. А то я знаю это дело. Да давай уже быстрее. Ты что, под дверной щелью деньги просунуть не можешь? Не все так просто.
Взял 200 купюр, 0 реакций. Все, в общем-то, наш друг, поехавший Пахомыч, походу, там ушатался с этого бухла, что мы ему принесли. Но нас ждет великая миссия. Мы продолжаем, ребята, бороться с тиранией. Понимаете, пойдемте снова на улицу. Кстати, благодаря новым скриптам, которые теперь есть в Квантуме, можно, в общем-то, этот выход и опять заход убрать. Ну ладно, это уже другая история. Ну, для этого нужно эту бутылку вина добавить, опять же, как инвентарный предмет. Тогда это будет весьма круто смотреться. Я что-то об этом не подумал. Блин, красивый город, мне прям так нравится, и скайбокс классный, и все. Так, главное быть очень и очень аккуратным. Хренакс. Кажется, мы кого-то положили. Я музыку выключил, но здесь играет очень и очень забойная музыка, ребята, в этом клубце. Но чтобы не сталкиваться с проблемами с авторским правом на ютубе, я решил, в общем-то, музыку убавить до конца. Поэтому всей атмосферы этого клубешника нам заценить не получится. Но мы с вами хотя бы сможем посмотреть на пиксельных телочек из Дюка Нюкема 3D. Возьмем бронежилет. И идем опять на улицу. Кстати, дверь какая-то узкая. Cats Alley. Аллея кошек называется стрип-клуб. Так. Продукты. Нам нужно с вами, наверное, закупиться оружием, потому что... Так, каким же оружием закупиться? Я все-таки считаю, что самое мощное оружие здесь это дробовик и вот АК. Но это реально самое такое, на данный момент, конечно, игры мощное оружие. «Стоять! Вход в деревню запрещен», — говорит нам охранник. «Парень, ты, кажись, меня не узнаешь. Вот удостоверение крутого героя». «Ой, простите, мистер Нагибатор, я не знал, что это вы. Ведь СМИ ваше лицо не показывают». «Ага, кому нужно, тот меня знает. Ну так что?» «Извините, но тем не менее у меня приказ. Хотя, знаете, террористы сейчас держат заложников в школе, и когда эвакуировали учеников, я потерял телефон. Если найдете, то так уж и быть, за услугу открою вам, и даже напарникам его дам в помощь». Ну ладно, убедил. Поэтому... Бабка-аптекарша. «Чего надо, тварь? Не видишь, я сплю». «Быстро!» — обслужил клиента корга старая. Так, не, в любом случае нам надо купить аптечки, потому что нам они понадобятся. Вот. Да, ребята, теперь в аптечке мы покупаем именно так, через аптеки. Прочитав веселый, непринужденный диалог, взятый из жизни. Ну, согласитесь, что это максимально забавно. И мы с вами идем наконец в школу. Проклятые шмары уже добрались до школ. Задача эвакуировать заложников. Погнали. Когда-то давно некий камикадзе сделал демку под названием Атас Бета. Вставил туда криво слепленного в блендере монстра из SCP. Я не помню какого конкретно. Но эта школа зашла на сайте. И, в общем-то, они ее подредактировали и добавили уже в Нагибатора. Потому что ту демку, собственно,
Камикадзе, который выпустил от Асбета, он так и не доделал. Ну, это так, вкратце предыстория. Кто знает, тот знает, кто не знает, тот не знает, да и все. Они убили всех, кто не разбирался в количестве гендеров. Они убили моих друзей, а меня постепенно раздевали за каждую ошибку. Я с тобой не пойду, у тебя тоже есть писька. Пусть мама меня заберет. Да, вот так вот, ребята. Такие вот веселые здесь диалоги и монологи. Как, впрочем, и разборки с многочисленными вражинами, которые нам повсеместно встречаются в этой игре. Черт. Честно сказать, когда враги прячутся вот за этими NPC-шками, и в результате они нам мешают их убить, а они по нам стреляют, а мы ничего не можем сделать. Таким образом, вот у этих вот NPC-шек нужно убрать коллизию, чтобы мы сквозь них стреляли, и они нам не мешали. Вот о чем я еще подумал. Я говорю, гениальные мысли всегда приходят потом, немножко позже. Вот, например, вот вам наглядная демонстрация, видите? Не особо это мешает, если чуть-чуть шагнуть в сторону, но тем не менее такое есть, и это может в какой-то степени кого-то подбешивать. Ну круто, даже отражение сквозь небо, сквозь окна. Ну очень круто, честно. Ладно, поехали дальше. Блин, хотел это видео ставить сплошняком, но не получится. Все-таки мне придется его редактировать в видеоредакторе, блин, потому что здесь есть порно-вставки, которые мне придется замазывать, заблюривать и что-то делать с ними. Да, ребятки, таков путь. Оказалось, что девушкам, которых я спас, уже давно есть 18, и они совершенно не прочь отблагодарить меня за спасение. По дороге из школы в город я увидел заброшенный офис некогда легендарной, а потом скатившийся в говно компании Гейлофт. Здесь я отдохну, а девушки помогут мне залечить мои раны. Черт, кажется, я слышу шаги солдат. Скорее всего, нас нашли. Сидите тут и не высовывайтесь, я разберусь. Да, не, близко мы не будем подходить. Ну, как-то так. Так, ладно. Эти коробки с последними играми от компании Gayloft. Как же хочется их спалить. В общем и целом согласен. И в этом небольшом, скажем так, сообщении я выразил свою мысль насчет последних игр от этой компании. Да, я к ним отношусь именно так. Например, чего стоит игра Gangster City, ребята, которая просто на фоне остальных гангстеров была таким плевком в душу фанатам этой серии. Люди ожидали, знаете чего? Люди ожидали Gangster Vegas, а по итогу получили вот такое вот просто убогое дерьмище. Ну, бывает, что говорить. Осуждать нельзя компанию Gameloft за это, потому что эра Java подходила к концу. А любая игровая компания, специализирующаяся на выпуске игровой индустрии для игр, да, они заинтересованы, чтобы заработать денег. Это ни для кого не секрет. Ну, кроме энтузиастов, конечно. Но мы о них сейчас и не говорим. Поэтому они под конец уже выпускали вот такие вот поделки. Так. Пока не буду особо больше закупаться оружием, потому что у меня его вполне достаточно. Потому что тот же дробовик весьма оружие неплохое, скажем так, даже убойное. Поэтому его хватит с лихвой.
для того, чтобы пройти несколько впереди стоящих уровней. Вернулись мы с вами в город. И я думаю, что стоит нам все-таки закупить аптечек. Хотя бы 3 штучки. Ну и все, и достаточно. У нас есть 5 аптечек, и этого будет вполне хватит. Учитывая, что каждая восстанавливает наше здоровье до максимума. Это очень и очень хорошо. Блин, походу я поехал не совсем туда. Сейчас придется ехать в обратную дорогу. Нам с вами нужно к воротам. Для того, чтобы попасть в следующую локацию. Нагибатор, вот, держи свою звонилку. Ну, это не просто звонилка. Там есть Java игры, помнишь такие? Не, у меня не было времени в игры играть, разве что только с писюном. На телефоне только номера женщин. Ясно, ну проходи, чё. Ну вот такой вот диалог, ребята. Опять же, сверхгениальный, сверхюморной. И погнали в следующую локацию. Локация называется «Деревня дураков». Здесь довольно-таки много бандитов. Но у нас есть такой глупый напарник, который будет нам помогать. Так, давайте посмотрим. Нет, все то же самое. Блять, зачем я сел в эту машину? Я даже более скажу, зачем я сейчас выругался матом. Так, нужно срочно аптечку. Срочно аптечку. Кто меня где убивает, я не понимаю. Да. В общем, как-то так. Погнали дальше. Так, а вот этот вот журнальчик тоже придется заблюрить. Потому что вряд ли YouTube такой пропустит. Да, ребята, к сожалению, я не могу вам показать весь контент этой игры, поэтому вы знаете, что делать. По ссылочке в описании переходим, скачиваем и наслаждаемся, что... За воротами меня ждал вертолет, на котором я отправлюсь в знакомую, но давно забытую страну Уркестан, в городок, являющийся последним рубежом обороны веганов. Гребаная страна Уркестан. Последний раз я тут был, когда спал с местными бабами. Теперь придется раздать всем звездюлей, потому что веганы оккупировали этот край. Кстати, вот этот уровень очень такой атмосферный, мрачный. Ну, в общем-то, вы и сами сейчас это можете увидеть. Ну и прикольный, что могу сказать. Когда мне скинули эту карту, мне уже изначально сказали, как и что с ней сделать. Я постарался и, в общем-то, сделал то, что вы сейчас видите. Красиво, не правда ли? Кстати, на этом уровне я также добавил некую загадку, которую вы сейчас сами улицезреете. Ну, я думаю, что вам понравится. Так.
зараза. Так. Слышь, купи бусы, мле. Иди нафиг, черт гребаный. Какой невежливый, мле. Вот этот Ахмед нас не хочет пропускать. Нужен ключ, а где его искать, не знаю. Но знает Ахмед, поэтому... Чё, купишь бусы? Мистер Нагибатор, достопочтенный сэр, умоляю, не бейте больше. Где-то недалеко от решетки у стены должен быть ящик, который прячет кнопку. Это все, что я знаю, клянусь. В слезах и соплях Джамшут куда-то уполз. Ну, не Ахмед, а Джамшут. Да. Я вам по секрету скажу, что ящик этот находится вот здесь. Кажись, я что-то активировал. Слышу звук металла. Может быть, дверь открылась? Я слышу рычание каких-то тварей. Ну выходи, тварь. Я намотаю твои кишки на ствол и сделаю из них шашлык. Да, ребята, это первый, так скажем, босс-файт в этой игре. На нас нападают здоровенные аллигаторы, которых мы должны перебить. В количестве 3 штук. Хочу сказать, что сделать-то это не так и просто, потому что они не слабые. Это ящеры-мутанты, о чем мы узнаем из дальнейшего сюжета. Когда я добавлял этих ящеров, я посчитал, что поскольку речь шла о каких-то продуктах ГМО, от которых растения мутируют, то я посчитал, почему бы не добавить животных-мутантов. Например, вот этих вот ящеров, переростков, крокодилов. Так, один минус. Ну вот и все. Кстати, мне жаловались, что у них довольно-таки много жизней, и убить их очень трудно. Ну, вы сами видите, не вижу никаких проблем. У меня бой занял, ну где? Ну минуты, наверное, 2-3, не больше. Поэтому даже не знаю, ребятки, в чем проблемы. Сами все прекрасно видели. Ну, теперь тем временем мы идем на выход с этой локации. Растения, ящеры, мутанты. Откуда все это у них? Думаю, я скоро это выясню. Ящеры-мутаны. Ну да. Блин, даже я допустил некоторые ошибки. Так. О, кстати, мы наконец можем купить очень крутую и весьма добротную, скажем так, снайперскую винтовку. Которая довольно-таки мощная, кстати говоря. Нет, вот это я сейчас зря сделал. Но тем не менее, ладно, особых проблем мне это не доставило. Локация называется Руины. Над руинами мы можем видеть летающую тарелочку. Кстати, вот эта летающая тарелка и представляет из себя... Ладно, не буду спойлерить. Ну ладно, это мир, в котором мы попадем немного позже. Вы сами все увидите ближе к концу. Кстати, я только что заметил, что
в общем и целом, аптечками можно затариться у нас, походу, только в городе. А потом нам уже придется их на уровнях искать. Поэтому я думаю, что на уровнях, помимо вот этих вот торговых автоматов, да, которые у нас есть, стоит добавить ту самую бабку-аптекаршу, которая будет нам продавать эти аптечки. Круто, да? Ну, идея. Как всегда, гениальные мысли приходят потом, после того, как ты уже выпустил финальный билд, скажем так, финальную версию, и уже сам ее проходишь. И сталкиваешься с какими-то определенными трудностями, определенными недоработками и другими проблемами. Тогда, когда тебе уже, в общем-то, браться за эту игру уже не хочется, потому что ты и так максимально в нее вложился и потратил на нее максимальное количество времени. Максимальное количество времени, к которому тебе, естественно, уже не хочется возвращаться. Так, лифт активирован. Отправляем его назад, потому что если я... Да, именно вот так. Блин, чертова ситуация, а. Так, ладно, теперь откроем дверь. Главное очень быстро стрелять, иначе нас съедят здесь. Здесь очень много врагов. Да зараза. Идите нахер, черти. Так, ладно, мы выжили, это самое главное. Ребят, согласитесь, что для Java игра очень и очень экшонистая. Ну правда же? Все. Возле замка Ферменштейн скопилось большое количество вражеских сил, поэтому я решил сдаться в плен, чтобы устроить диверсию изнутри. Неплохо. Еще один секретик вам в копилочку. Хоп. И здесь есть аптечка, ребята. Вот так вот, запоминайте. В общем-то, папка делится с вами секретами. Обязательно мы берем это. Потому что бензопила это что-то с чем-то. Она нам еще пригодится, и мы с вами обязательно ее применим. Так. Ну, это уже нельзя назвать секретом, потому что мы ее видим, эту аптечку. Поэтому мы просто проходим за решетку и подбираем ее. Вот и все. И да-да, если ты знаешь игру Wolfenstein, замок действительно взят именно оттуда. Поэтому удивляться тут нечего. Ну, естественно, с измененной под стиль игры атрибутикой, например, вот такими вот символами. Оказалось, что феминистки занимались здесь оргиями с тентаклями и вызвали демонов из другого мира. Пройдя сквозь долгий туннель, я вышел в странное место. Так, давайте возьмем бензопилу, потому что, как я и обещал, мы с вами сейчас при помощи этой самой бензопилы покрушим многочисленные орды врагов. Походим по уровню, пособираем аптечки, поскольку они нам пригодятся. Да черт ее. Не могу отсюда вылезти, к сожалению. Открою вам еще один, возможно, страшный, а может быть и не очень секрет.
вот эти вот самые зеленые монстрики, которых вы видите на экране в данный момент, изначально были сделаны для игры под названием Liquidator CS3D. Если не забуду, потом сделаю всплывающую подсказочку в правом верхнем углу экрана. А если уже забуду, не обессудьте, у меня на канале есть видео про то, как эта игра, собственно, не вышла и по каким причинам. Так что переходим, смотрим. И, естественно, оставляем свой комментарий, что вы думаете о том, когда забрасывают такие перспективные крутые проекты. Так. Из тех окон открывается отличный вид. Так, сейчас нам нужно еще теперь подзакупиться. Я что-то вижу там внизу. Что ты видишь? Ага, что это? Похоже на ключик. Ладно, пойдем возьмем. Я взял ключ-карту и заметил, как ветер усилился. В 50 метрах от меня возникли сильные разряды электричества, как в фильме «Феминатор». В фильме про сильную и независимую тёлку-киборга. Что-то большое с сиськами возникло из молний. Кажется, это Фема-богиня. Чего ты орешь? Не с тем ты, сучка, мужиком связался. Я тебя высушу. Ну и еще кое-что сделаю. Да, ребята, это финальный и последний босс в этой игре. Босс довольно-таки жесткий, поэтому требуется запастись терпением в его убийстве. И аптечками, естественно. Главное держать ее на дистанции, не подходить к ней близко и постоянно отстреливать, отступая назад. Тогда, в принципе, она проблем не составит. Такой вам небольшой лайфхак для тех, кто будет проходить эту игру так же, как и я. Кстати, босс очень проработан. У него проработаны очень многие анимации. Поэтому, ребята, скачиваем, доходим до босса и наслаждаемся. Черт. Сейчас я чуть не огреб, кстати говоря, от него. Вернее сказать, от нее, потому что это же она, правильно. Так, ну, кажется, на этом все. Потратив большое количество патронов, мы с вами таки победили. Отлично. Фух, ребятки. Теперь пора уже и валить, наконец. Да иди ты, черт. Я столько сил потратил на прохождение, чтобы умереть от какого-то гребаного тентакля. Ну, это смешно. Это конец игры. Нагибатор победил босса и на время восстановил равновесие. Большинство фемок были убиты или арестованы, часть свалила в подполье. Веганы продолжают вяло бороться за свои глупые идеалы, но нагибатор им даст просраться. Он понимает, что он выиграл крупный бой, но не выиграл военную кампанию. Война продолжается. Ну и дальше, ребята, идут титры. В общем, вот такая вот игра. Я надеюсь, вам это прохождение очень понравилось, как и мне понравилась сама эта игра и ее доработка.
Да, ребята. Знаете, я во время прохождения увидел очень много недостающих деталей, и которые бы хотелось исправить, честно вам скажу, но я не знаю, мне неохота возвращаться к исправлению, к доработке. Может быть, когда-нибудь я выпущу патч для этой игры, но пока обещать ничего не буду. Поэтому вот такое вот у нас сегодня было прохождение, которое, я вам надеюсь, понравилось.